Всем доброго времени суток, Асакур совместно с Фиш с вами, и сегодня в мобильных хрониках хаоса мы покажем вам, на что способны Ксеша, новая Лилит и все хаотичные в целом. Подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Прошло совсем немного времени с ввода в игру Ксеши, кардинального изменения Лилит и Тисака, а также введения в игру особенности под названием хаотичные. Настало время показать, что они из себя представляют, и вы решите для себя, нужны они вам или нет. Для начала стоит рассказать вам о новом герое и о синергии хаотичных в целом. Ксеша позиционируется как маг-поддержка с основной характеристикой интеллект и первым артефактом на магическую атаку. На экране изображены ее характеристики на максимуме. Позиция Ксеши среди всех героев на 35-м месте, то есть в пачке она встает после Йоргена и перед Айзеком, тем самым чаще всего занимает центральную линию. Но это не мешает ей попадать под ауру Дариана, что конечно же является преимуществом. Краткое описание ее умений вы можете видеть на экране, скажу пару слов о каждом из них. Первое умение бьет точечно, нанося магический урон герою соперника с наименьшим показателем защиты от магии. Примечательно, что в формулу входит еще и 3% от вытянутого здоровья у каждого из союзников, добавляя немеренное количество единиц повреждений, тем самым позволяя выносить многих физиков с одной ульты, так как раз таки они и имеют слабый показатель защиты от магии. Особенно если еще прибавить к урону эффект от первого артефакта Ксеши на магическую атаку. Также данная способность преобразует ее урон стычек в магический. Второе умение раздает баф на магическую атаку всем союзникам, кроме самой Ксеши, ранее их на 3% от максимального хп. Интересен тот нюанс, что данная способность имеет первичную и последующую перезарядку всего 7 секунд, а длится 4 секунды, тем самым выступая в роли своеобразного первого артефакта на магическую атаку на короткий промежуток времени, по типу как у Селесты. Бонус в 32 тысячи магического урона на максимальной прокачке придется по вкусу многим магам, а особенно Лилит и Пеппи, так как для хаотичных героев данная способность работает в 2 раза сильнее. Третье умение застилает пачку соперника туманом, заставляя всю его команду промахиваться в течение 4 секунд. Первичная перезарядка в 4 секунды позволяет применить Ксеше данную способность в самом начале боя, чтобы выиграть для ее команды побольше времени. Вторая и последующие перезарядки составят 22 секунды. Полезное умение против физиков, иногда спасает в патовых ситуациях. Четвертое умение является пассивным, и за счет него Ксеша навсегда получает дополнительный бонус к своей магической атаке, если кто-то из союзников или она сама использует способности, которые отнимают здоровье у героя. Это такие способности, как амулет предков у Дариана, жертва у Лилит, гниение у Тисака и второе умение у Джу. Проверено, скилл Джу существенно увеличивает ее бонус к магической атаке, но это довольно своеобразное решение, которое в принципе ни к чему. Важно отметить, что она повышает свою магическую атаку и за счет своих же первого и второго умений. Таким образом, чем дольше длится бой, тем мощнее и эффективнее становится Ксеша, а именно, становится больнее ее удары с руки, урон с первого умения, а также бонус к магической атаке союзникам со второго умения тоже с каждым разом будет все увеличиваться и увеличиваться. Данная способность максимально логично дополняет Ксешу и объединяет ее уже как минимум с 3 хаотичными героями. Теперь в совокупности с совершенно новой Лилит, у которой имеются 3 сильнейших умения, сосредоточенные на нанесении урона центральному герою соперника, а также ее артефакту на пробив защиты от магии, они с Ксешей сами по себе образуют самостоятельную связку, позволяющую наносить невероятное количество магического урона. Дариан великолепно дополняет их дуэт с помощью своей ауры вампиризма и второго умения, не позволяя им проседать по здоровью, а Астарот и усиленный Тисак выступают в роли достойных танков и одновременно своеобразных доноров здоровья для усиления магического урона Ксеши. Справедливости ради, стоит отметить, что у Тисака изменили время применения второго умения, тем самым рассинхронизировав синергию с щитом Пеппи, с помощью которого они в паре наносили немало магического урона. Но все же, все хаотики вместе взятые выглядят полноценными внутри своей особенности, что позволяет использовать их, редко прибегая к помощи остальных героев. Также огромным преимуществом хаотичных является то, что у них нет явных недостатков и контрпиков, кроме, понятное дело, антимагов по типу Фобуса. Давайте рассмотрим несколько боев.
позволим напасть на нас классической пачкой с критокирой. Защищаются Тесак, Астарот, Ксеша, Дариан и Лилит, даже без Гелиоса. Кира критует первой тычкой и сносит половину здоровья Ксеши. Она успевает вызвать туман и выиграть для себя немного времени. Но Андвари использует критующую каменную хватку, и Ксеша остается едва живой. Это позволяет ей накопить энергию, и она ультует в Киру, мгновенно убивая ее, но она воскрешается Астаротом. Но и воскрешение ей не поможет, так как в этот же момент ультует Лилит и убивает ее и рядом стоящего Себастьяна. А дальше можно наблюдать, насколько болезненными выглядят магические тычки Ксеши под артефактом, напробив защиты от магии Лилит. Буквально пару ударов, и Астарот не выдерживает. Ксеша ультует в Андвари, снося ему 365 тысяч здоровья, и спустя несколько секунд бой заканчивается в пользу хаотичных. Идентичный исход можно наблюдать в бою, в котором герои Хаоса против Критокиры находятся в атаке. Следующий бой проведем таким же составом хаотичных, но уже против Крита Нежити. Создается алтарь, Кира тычкой сносит половину здоровья Ксеши, а та в свою очередь заряжается и отвечает ей ультой, мгновенно убивая ее. Далее Тесак притягивает Джета, Лилит взрывает Себастьяна и неплохо ранит Морриган. Нашей команде ничего не угрожает, и мы с легкостью завершаем еще один бой против Киры. Сразимся против классической пачки с оленями с помощью Лилит, Пеппи, Дариана, Ксеши и Тесака. Все наши персонажи женского пола находятся под аурой вампиризма и в случае чего готовы пережить бурю Ларса. Она начинается под шипами Кристы, но Пеппи чудом успевает ультануть, тем самым оглушив 3 героев соперника и раздав артефакт на защиту от магии. Ксеша, едва живая, все же успевает вылечиться благодаря вампиризму с луча смерти, убивая Ларса. Его воскрешает Астарот. Верхняя молния добивает Дариана, и снова начинается очередная буря под ледяной карой, но в ход вступает Лилит, которая забирает Ларса. Мы успешно переживаем этот момент и доводим бой в свою пользу. Теперь сразимся против классического Кархапака с помощью Лилит, Пеппи, Ксеши, Астарота и Тесака. Мы намеренно нападаем без Андвари, чтобы выяснить, на что способны именно хаотичные герои против повелителя подбрасываний. Бой начинается спокойно, но спустя совсем короткое время Безликий отбрасывает нашего Тесака, заряжается вражеский Йорген и начинает пытку бессилием. Безликий копирует его и также применяет данное умение. Карх ультует, Лилит страдает от переноса урона, но наш Астарот дарует ей вторую жизнь. Пеппи поражает всех соперников маскарадом и в это же временное окно накладывает щит на Тесака, тем самым убивая Карха. Вражеская пачка лишилась главного дэмэдж-дилера, и для нас это очередная победа. С Андвари дела у хаотиков против Карха обстоят еще легче. И в финале мы атакуем классический Ориона Пак с помощью Лилит, Дариана, Ксеши, Астарота и Тесака. Благодаря ауре вампиризма мы своевременно сможем восстановить потерянное здоровье от своих жертвенных способностей и многочисленных ракет Ориона. Тесак и Астарот успешно танкуют первую линию. Йорген начинает пытку бессилием, но наша Ксеша успевает зарядиться и ультует в Дариана, отчего тот мигом погибает и воскрешается вражеским Астаротом. Наши танки едва живые, а Ксеша магической тычкой серьезно ранит Астарота соперника, а следующей тычкой добивает его. Лилит взрывает Ориона с Йоргеном, и хаотичная команда побеждает. В итоге определенно точно можно сказать, что в данный момент новая особенность хаотичной является сильнейшей в игре. Ксеша и Лилит создают между собой мощнейшую связку, которая способна выносить немалое количество пачек, а бои, показанные в видео, лишь крохотная часть того, над чем можно удивиться, играя за них. Разогнанная магическая атака от Ксеши выглядит очень устрашающе, а ведь у нее еще нет ни одного облика, ее потенциал просто огромен. Да и сама Лилит вселяет ужас своим чудовищным уроном по центральному герою в пачке соперника, не оставляя ему шансов на выживание, особенно если этот герой физик с малым запасом здоровья. Дариан с ними выступает в роли безупречного героя поддержки, раздавая ауру и подлечивая обратно забранное здоровье от проделок Ксеши. Астарот и по сей день является самым универсальным танком игры, а улучшенный Тесак с измененными таймингами в паре с Пеппи все равно могут задать куража. Таким образом,
образом, у хаотичных героев практически отсутствуют недостатки и потребность в других персонажах, они и так все вместе сердиты сами по себе. Это нетривиальность и позволяет всех их считать лучшей особенностью в игре, но, к сожалению, они довольно дороги для прокачки, поэтому относитесь к своим решениям внимательно. Надеюсь, полученная информация сможет вам пригодиться. В любом случае, я не откажусь от вашей подписки и лайка, вам не сложно, а мне приятно. Благодарю Fish за предоставленные бои, а мы еще совсем скоро увидимся. Всем спасибо за просмотр.